Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария. 17 июля, утро, начало рабочей недели, понедельник. Календаря у нас нет. Что у нас с погодой? Друзья, с погодой у нас очень жарко. По прогнозам, все ближайшие дни 33-35 плюс. Ну, как вам сказать, проблема с термопомпой не решается. Спасибо большое за комментарии. Приятно, что люди волнуются. Ну, тут два варианта у нас. Либо ушел газ из всех 4 конвекторов, либо, не знаю, где-то вода собирается, но не суть. Сейчас ждем ответа нашего техника. Если с ним вопрос не решится, то тогда просто поеду в Габрово, пройду по фирмам и поговорю там с ними. Потому что, конечно, вариантов нет, нужно что-то делать. Самое тяжелое жаркое время, а очень сейчас достаточно некомфортно. Но, друзья мои, вот сейчас я вспоминаю, а как мы пережили прошлое лето, когда мы, в принципе, приехали, 11 июля, у нас тогда все работало. Термопомпа работала, но практически в доме мы не находились, ребята, потому что в доме не было ничего. В доме стояла только одна кровать и были полы. Ничего не было, ни стула, ни стола, ничего. И, соответственно, ни кухни не было. И, соответственно, что нам было делать в доме? Мы все время сидели практически на улице. Домой приходили только спать. Тогда, как я и сказал, кухни не было. Мы со Светочкой поехали буквально через 2 дня, купили большой такой средний газовый баллон, купили однокомфорочную газовую плитку и на ступеньках подсоединили баллон к плитке и романтично на ступеньках варили и суп, и жарили картошку. Но такой, конечно, жары не было. А может быть, я не помню. Но лето пережили, зиму пережили. В общем-то, все позитивно, все хорошо. Трудности при переезде, конечно, друзья, они были. Их было очень много, но так как мы все время на таком позитиве, мы на эти трудности не обращали внимания. Сейчас, по прошествии года, год уже прожили и стали менее, так сказать, больше чувствительны к трудностям. Дома жарко, мы уже нервничаем. Ладно. Дело не в этом, и это переживем. Ребят, хотел вам рассказать очень интересную историю, которая буквально вчера случилась с нашим хорошим другом, с нашей хорошей знакомой. Очень неприятная ситуация. Я вам ее расскажу. Приехали люди из Израиля и привезли с собой собачку. Везли Джек Рассел, маленькая такая красивая, прикольная собачка, в Израиле. Оформили все документы. Летели на Софию компанией Эль Аль. И в Израиле они спросили: вот мы сейчас въезжаем в Болгарию с собакой, не будет ли у нас проблем обратно выехать? Им сказали: не волнуйтесь. Все ваши документы в порядке. Документ действительно на месяц. Люди полетели, все в порядке. Люди полетели, отдохнули здесь 2 недели и вчера улетали через Бухарест. И, друзья, происходит вот такая очень и очень нехорошая ситуация. Вы представьте себе, наша знакомая везет своих родственников в Бухарест, в аэропорт, вместе с собачкой. И она решила проводить их все-таки, не сразу уехать из аэропорта. И тут начинается такой менее неприятный триллер. Они проходят все, они прощаются. Служба безопасности израильская Эль Аль почему-то не говорит вообще на иврите, хотя люди израильтяне, с ними говорят все время на английском, и им говорят: и собаку вашу мы не пропускаем. Вот и как. В итоге где-то часа полтора каких-то разговоров, они просто не понимают, как собаку впустили в Евросоюз, а сейчас ее не выпускают. И что делать-то? Вы можете себе представить настроение и самочувствие женщины, владельца собаки, которая должна улететь с мужем. А собака как ребенок, и как? И собаку не пускают, потому что требуется какой-то еще определенный документ. Какой документ? Почему в Израиле им не сказали, что вот это нужно? Сейчас, конечно же, во всем этом будут разбираться. Там уже на месте в Израиле, но факт тот, собаку не пустили. Была клетка, собака маленькая.
Ну, тут есть двоякая такая ситуация. Кто виноват? Виноваты служба Иляль, которые не пропустили собаку? Да, скорее всего, наверное, и нет, в общем-то. Потому что, как потом, что произошло, женщина, слава богу, она не уехала, она забирает эту собаку. Люди улетают в слезах полностью, просто улетают в Израиль домой в слезах, потому что и наша знакомая приводит с собой в Болгарию эту собаку. Естественно, на границе Болгарии и Румынии там никаких проблем абсолютно нет. И вот мы сидим и думаем, почему так? Может, это беспредел израильской службы безопасности, а потом возьми мне в голову взять и позвонить другим нашим хорошим друзьям, у которых постоянно летают, у которых 2 собаки. И они мне сказали: Дима, ты понимаешь, что есть правила ввоза животного в Евросоюз из любой другой страны. И есть правила ввоза животного в Израиль из любой другой страны. И, скорее всего, нужно было заранее на сайте Эль-Аль или можно забить в Google и просто прочитать правила провоза животных. Какие критерии, какие документы, какие справки нужны. Наверняка все-таки люди немножко не подумали и не проверили. Ну а как они могли проверить, если им в Израиле сказали, что документ действителен для ввоза и вывоза животного? Кто тут виноват? Да сейчас очень сложно искать, как бы, и какие концы нужно искать, но на самом деле, конечно, нужно очень, если вы везете животного, кошку, собаку, я не знаю, змею или крокодила, ну, наверное, нужно все-таки почитать и ввоз в Евросоюз, и ввоз потом обратно его в Израиль, если вы его хотите привезти, чтобы вот такой казус не случился. А представьте себе, а если бы она уехала, приехала, оставила бы их в аэропорту и уехала бы. И уже, наверное, к моменту их прохода она уже проходила бы болгарскую границу. А кому оставить эту собаку? Значит, ей пришлось бы снова возвращаться и животное забирать. В общем, конечно, ситуация очень такая неприятная. Не сказать неприятно, что просто был человек, который смог забрать животное. Слава богу. А не было бы этого человека. Люди бы не улетели просто. Мало того, что было потеряно там $100 за билет, бог ты с ним, но это тоже деньги. Поэтому, наверное, друзья, здесь надо из этой ситуации для себя учесть какой-то урок, что, ну, наверное, надо все-таки проверять и не верить тем, кто вам, вот, например, в Израиле сказал, справка действительно на месяц для въезда и выезда. Нужно это все, конечно, проверять. Проверять самим, не верить никому, где что начитали, где что сказали. Заходить на официальные сайты, читать правила и брать соответствующие документы. Вот так бы я поступил, если я буду так вести. Но, конечно, они сейчас там будут разбираться, они, разберутся, не разберутся. Но факт то, что собака здесь, а не там. Сейчас, наверное, через какое-то время наша подруга полетит в Израиль все-таки из Софии, проверит, какой документ не хватает, наверное, его сделает. В общем-то, ситуация неприятная, такой хороший урок. А в остальном у нас все позитивно. Сейчас едем покупать вентилятор, потому что дома жарко, на улице жарче еще. Что это за циклон такой? Сказали, что вторая половина июля и, скорее всего, еще и август у нас будет вот такая 30, да ладно бы 30, да. Не 35. Что в этой ситуации делается? Стараемся пить, опять же, при такой жаре, ребят, пейте очень много жидкости. Идете куда-то на улицу, берите с собой бутылку воды. Потому что обезвоживание, вот у нас даже в Израиле наш премьер-министр, многоуважаемый, позавчера попал в больницу из-за того, что не пил водичку. Поехал куда-то там отдыхать или еще что-то и попал в больницу. Потом сказал, пейте много воды, потому что когда жара, организм теряет жидкость, не сладкие напитки, там ни кофе, ни чай, никакого сахара, просто тупо заливайте в себя воду. Вот в день надо выпить 3 литра. Соответственно, чувствовать вы себя будете хорошо. В остальном я желаю всем, чтобы у всех все работало дома. Любую жару мы в любом случае переживем.
Потому что, я вам скажу честно, через 3-4 недели мы просто забудем вот про этот инцидент, и не нужны нам будут вот эти конвекторы. Как сейчас решится этот вопрос, я, конечно, расскажу, а пока мы рулим за вентилятором. Хубав ден, шельхам йом наим хаварим шели, and have a nice day, my friends. Берегите животных и проверяйте документацию.